Что ты смотришь? Пытаюсь найти свое сходство с Витей АК. Говорят, что я на него похож. Но я так предполагаю, что похож я на него, потому что я постоянно в очках. А на самом деле, ребят, честно, мне самому неудобно, но так пока придется, временные меры. Так что если вам не очень это нравится, постарайтесь не обращать на это внимания. Разве эта деталь такая важная здесь? О чем обычно мужики постоянно разговаривают, часами напролет спорят, выясняют. Конечно, о двигателях. Ага. И я лично готов часами разговаривать про моторы, про их тюнинг, про то, как они устроены, рассказывать их отличия. И все вот это вот будет в сегодняшнем видео. Listen. I am right. It ain't no breaking me. I am right. No shaking me. I am right. Ain't no earthquake me. I am right. I am right. I am right. It ain't no breaking me. I am right. Ain't no shaking me. Я расскажу вам, почему я поставил М60B40, почему я не воспользовался моторами М-серии, с какими сложностями столкнулся при свапе М60B40, о том, что я хотел из этого мотора сделать и какое будущее у этого проекта. Что пришлось переделать для того, чтобы этот мотор сюда встал и работал, функционировал как нужно. Ну и поговорим о том, почему не P60B40. Еще я думаю, что стоит, наверное, заехать на динамометрический стенд и замерить мощность, потому что 286 кобыл и 400 момента это заявлены по паспорту. Но я терпеть не могу, ребят, реально вот цифры, которые написаны на бумаге. Все, что вот это на бумаге, оно реально отличается. Я уже убедился в этом, когда мы взвешивали машину, и там расхождение было в цифрах колоссальное. Поэтому для достоверной информации я буду использовать то, что покажет диностенд. Начнем, пожалуй, с него. Need to hear it. Need to hear it. Need to hear it. Need to hear it. Короче, сейчас замерим ее на мозгах без чипа, потом поставим чипованные мозги и посмотрим, реально ли там прирост какой-то есть или нет. Чип там, он здесь не шьется мозг, а просто разбирается, вытаскивается оттуда такая хреновинка и собирается обратно, ставится и вот на стенд. Сейчас померим. Я называю это комната надежд и разочарований. Посмотрим, сколько же сил в ней. Наконец-то хоть добрался до этого стенда. То есть, если там оно в пик доходит и тут же падает, то здесь она до 6500 условно как вот крутится. То есть он на верхах дает прирост, только то, что вот кривую выравнивает, а не спад мощности. Да. А это колесные силы или моторные? Моторные? Да. Однако. Что и следовало ожидать. Я думаю, это относительно хороший. Относительно 286 заявленных, я думал, он хотя бы лошадей, 290 покажет. Сколько? 290. Ты что, охуел, сука? Да, я, конечно, ожидал большего, но ожидать большего от мотора 94 года, я думаю, конечно, это бред. Что показало, то показало. Это просто говорит, наверное, о том, что пора бы уже ставить другой двигатель. А помните, кстати, в Most Wanted, в самом начале, когда нам дают эту машину, она там тоже ни хрена не ездит. Она такая вот, слабенькая, не очень мощная. Но зато потом в конце, вспомните, как она летала, сколько она разгонялась, кстати, в максималку, кто на ней выжимал. Я думаю, что здесь история с машиной повторится. Я уже не буду скрывать ни от кого о том, что эта машина, как любят говорить, сейчас будет BMW M3 GTR 2.0. Она будет полностью переделана.
То есть уже как бы я ее переработаю, исходя из того опыта, который я получил при постройке, учитывая те ошибки, которые я допустил при ее постройке. Все это дало мне возможность переосмыслить и передумать. Много времени прошло с момента того, как я ее построил, и за это время я уже много каких мыслей у меня посетило насчет, как бы ее переделать, что изменить, что доработать, чего этой машине не хватает. И в первую очередь, да, ей не хватает мощности. Ну или, наверное, мне не хватает больше мощности. По-первому, когда я только поставил этот мотор, она пипец как валила. Блин, это было просто вообще, аж сопли заворачивались. Но сейчас я привык уже к этой мощности, и в какие-то моменты, да, она очень такая динамичная, разгоняется, даже впечатляет. Но в основном, кстати, а сколько она разгоняется до сотни? Е34 540, Е38 740, Е39 540. У них заявлено по паспорту, опять же, по паспорту 6,5 секунд. Если не прав, то поправьте меня. И интересно, вот сколько моя машина поедет с этим двигателем. К сожалению, видео с замеров у нас нет, потому что я чисто взял просто спонтанно ночью, схватил драгу и помчал замеряться. Но зато у меня есть скриншот, и там динамика 5,66. Это самый лучший проезд, который у меня смог получиться. Но, кстати говоря, зацеп на первой передаче поймать было очень сложно, даже на Michelin Pilot Sport 4. У меня сзади стоит 265 35 18, и мне нужно было реально прогреть эту резину, чтобы она зацепилась, и вот показать вот эти 5,66. Интересно, а на полуслике она бы лучше поехала? Не знаю. Надо попробовать. Нам потребовался подъемник для того, чтобы показать вам, что находится под днищем автомобиля, рассказать детально, то есть чтобы наглядно было видно. Единственные ребята, которые согласились мне помочь, из сервиса BMW Only. Пошли тачку ставить на подъемник. Когда очень хочешь записать видос, но не можешь. Этот катается, там гремят, сука, как снимать, вообще не понимаю. И, короче, рассказывать под тачкой вообще не вариант, потому что здесь люди работают, здесь постоянно что-то гремит, стучит, разговаривают, поэтому я расскажу это отдельно, а уже видео приложу отдельно. Но не хочу просто людям мешать работать. И так они на халяву подъемник мне подогнали. Так что, welcome. Про М60B40, конечно же, много уже рассказано, все практически уже, наверное, знают, что это за мотор, с каких он машин, но для тех, кто мало ли еще вот этот момент пропустил и не знает, это одна из первых, можно так сказать, V8 от BMW, родоначальник М62B44, который вот, 4.4 ставился на X5, 53 на 39. Отличие у него и, на мой взгляд, преимущество по сравнению с М62, это вот усиленная цепь ГРМ, она двойная, посмотрите, какая она большая, жирная, и запас прочности, на мой взгляд, у этого мотора гораздо больше. Теперь конкретно мой мотор. Вот в таком виде я его, собственно, и купил. И, разумеется, такой внешний вид меня вообще совершенно не устраивал. Он был грязный, с него текло масло. И сразу же, как только я его привез в цех, первое, что мне пришло в голову, это взвесить этот двигатель целиком, как он есть. Вычти из этого вес палета, а это где-то примерно 15-20 килограмм, плюс-минус 260 килограмм, это мотор полностью с навеской, в сборе, с коробкой, то есть вот целиком, как он стоит на автомобиле. После того, как я его разобрал, то есть снял частично навеску, я решил взвесить его еще раз, уже чисто только мотор, и получилось 176 килограмм. Я решил при этом сравнить его со своим предыдущим мотором. Здесь, конечно, частично навеска на моторе присутствует. Плюс-минус 20 килограмм между рядной шестеркой и V8. Прежде чем уже разбирать дальше, он был отмыт, очищен, для того, чтобы вся вот эта грязь при разборке не попадала вовнутрь. Ну а теперь поговорим о том, что придется переделать для того, чтобы поставить его в 46-й. И первым, что вам понадобится, это переделать поддон, потому что поддон, конечно, я знаю, что есть разные несколько способов переделки поддона. Можно сделать с задним расположением, передним расположением.
принципе, этот свап, он не новый. То есть я его не придумал, это уже давно эта тема существует. Много кто уже поставил и в E30, и E36, в E46. Есть уже наработанная схема по свапу вот этих конкретно моторов М60, М62. И я пользовался, по сути, готовыми вариантами. Придется переделать маслонасос, вот, срезать половину. На производительность, сразу говорю, это никак не влияет. То есть вот за сколько, там, 3 года эксплуатации у меня не было еще проблем с масляным голоданием. Мотор себя чувствует хорошо. Выпускные коллектора. Там переделать нужно буквально, немного совершенно. Я использовал коллектора от X5 и 53. Они тоже подходят для этого мотора. Кастомные лапы. Вот чертеж, как бы можете воспользоваться, если кому нужно. Размеры даны и примерно форма для того, чтобы установить мотор так, как он стоит у меня. Этот V8 просто так вот не вставишь в кузов. Доработка кузова заключается в том, что вам нужно срезать вот этот вот кожух, так сказать, и убрать блок АБС. Либо переносить его в другое место, либо же убирать. Я выбрал вариант убирать, потому что АБС мне не нужен. Нам еще потребуется переделать балку. То есть, вот видите, опора старая от рядной шестерки. А вот так нужно уже нам сделать, наварить уши на балку, чтобы перенести, собственно, мотор и установить его уже на балку. То есть доработка балки заключается только вот в этих двух ушах. После того, как я осмотрел весь мотор, то есть, когда я снимал поддон, я заглянул в вкладыши, то есть я просто поснимал все эти вкладыши, посмотрел, в каком они состоянии. Заменили цепь ГРМ и, соответственно, поменяли все прокладки, чтобы он не тек, чтобы масло не лилось, сальники, прокладки, и все вот это уже потом собралось, покрасилось и приводилось в божеский вид, потому что мне нужно было не только свапнуть мотор, но, естественно, чтобы он выглядел красиво. Я даже генератор разобрал и полностью его покрасил внутри, почистил, чтобы вот он был в состоянии нового. Клапанные крышки были покрашены у меня в красный кенди. Кстати, с красными клапанными крышками вот у меня была первая 39, вторая 39. Это вот мой бывший мотоцикл, и у всех у них вот какая-то тема, что мне нравятся красные клапанные крышки. Я думаю, что в будущем, наверное, этого больше не повторится. Не знаю. Вы можете сравнить, в каком виде был мотор и каким он стал позже. Честно говоря, этот мотор достаточно тесноватый для этой машины. То есть, и он, в принципе, встает, очень впритык. Все в таких вот миллиметражах. Бачок охлаждайки у меня гулял в подкапотном пространстве, раза 3, наверное, 4, прежде чем вот он определился со своим местом и стал находиться вот там, где вы сейчас его видите. Прокинутые вот эти шланги были сквозь кузов. Все вот это вот было оптимальным вариантом. Радиатор штатный, не подходил, но он был слишком маленький, плюс под быстросъемы. Поэтому следующим я попытался E39 радиатор взять, но он не встал по размеру, он больше. Тогда я попробовал запихать радиатор от 36-го кузова М3. И вот он как раз подошел. Но, правда, при испытаниях, когда у меня просто стояла машина и готовилась разогреться и выйти на рабочую температуру, произошел хлопок, радиатор лопнул, потому что он был старый с разборки, был взят чисто для экспериментов. Вот такую картину я вот увидел спустя, наверное, 15 минут, когда вернулся в цех. Я пошел, просто заказал целиком алюминиевый радиатор на М3 36-ю, вот он здесь вот AGS-овский. Установил его совместно с маслокулером, и вот то, что сейчас где пальцем показывают, это масляный радиатор гидроусилителя. Но, кстати, для того, чтобы поставить масляный радиатор, понадобится вот такой маслостакан. У него дополнительные выводы на масляный радиатор. Это штатный маслостакан с BMW E38, у которой опция для стран с жарким климатом. Также мне понадобилось, для того, чтобы на приборке показывала температуру масла, мне пришлось сделать такой переходник, чтобы вкрутить туда датчик температуры масла, изготовить шланги армированные и всю эту систему подключить. Теперь для того, чтобы М60 заставить работать в 46-й, этот мотор старее этой машины, и способ передачи сигнала, он совершенно разный, он отличается от 46-го. Для этого я пошел на маленькую хитрость. Я забрал со своего старого мотора датчик положения коленвала и просто повесил, вот как вы видите, рядом его. Подключил. У нас получается в машине два мозга. Один мозг управляет только мотором,
а второй мозг параллельно собирает информацию с датчика. Но сложнее всего это было подключить на приборку от M3 46, потому что на обычной приборке электрик мне это просто все сделал, а вот с M3 приборкой пришлось сложнее. Там и кодировка что-то, по-моему, отличалась, ну, достаточно пришлось ему попотеть, чтобы все это переделать. Кулису, кстати, тоже придется переделать. Слева находится штатная кулиса переключения передач. Справа я покупал специально, она регулируемая, то есть ее можно сделать очень короткоходной, а можно сделать под стоковую. Здесь ничего такого сложного нет, она покупается, ставится болтон. Главный для меня был плюс, вот конкретно в этой кулисе, они есть разные тоже, что у нее есть возможность ставить оригинальный рычаг переключения передач. Теперь поговорим про редуктор. Редуктор я использовал от M3 E46. Он с блокировкой, то есть это дисковая блокировка. Что такое вообще блокировка и зачем она нужна? Справа мой штатный редуктор, слева редуктор от M3. Как вы видите, по размерам он гораздо больше, и плюс он имеет радиатор охлаждения, потому что дисковая блокировка при долгих нагрузках, естественно, нагревается, потому что там создается трение за счет вот этих дисков. И нужно как бы иметь улучшенное охлаждение, чтобы масло остывало. Передаточное число у него 3,62. То есть, что, о чем это нам говорит? О том, что этот редуктор разгонный. То есть, он заставляет автомобиль быстрее разгоняться, но максимальная скорость при этом сразу страдает. После, наверное, года эксплуатации у меня появилась такая проблема. Это вот заводская особенность этого редуктора. У него появляется в правом фланце полуоси люфт. И этот люфт убрать можно, либо поменяв редуктор на новый, либо его ремонтировать. В итоге я отдал этот редуктор на переделку, и получается у меня остался сейчас только корпус, а вся внутрянка у меня полностью новая. Ставили внутрянку от M5E39, пара 3.15, преднатяг увеличили до 13 килограмм, поставили все новые диски, и теперь можно с уверенностью сказать, что этот редуктор полностью новый. Так как подрамник и редуктор у меня от M3, то и привода мне понадобились тоже от M3. Я не стал покупать бэушку, потому что, ну, это кот в мешке. Они достаточно сильные, мощные, и я думаю, что они выдержат и 500, и 600 лошадей в будущем. Итак, теперь немного информации по P60B40. Это у нас 4-литровый мотор V8. Диаметр цилиндра у него 94. Ход поршня 72, что нам говорит о том, что это достаточно короткоходный мотор. Крутится этот мотор до 8500. По количеству лошадиных сил в интернете информация не совсем корректная. Говорится о том, что у него 345 лошадей, но это на самом деле не так. Для сравнения, у моего M60B40 диаметр цилиндра 89 и ход поршня 80, а степень сжатия 10. И выдает он 286 лошадиных сил и 400 крутящего момента, и крутится всего до 6500. Пуск P60B40 многодроссельный, то есть у него так же как на M5E39 и на M3E92 на каждый цилиндр идет индивидуальная дроссельная заслонка. И еще в P60 применена система сухого картера. Что это такое? Эта система, в принципе, применяется только на спортивных гоночных автомобилях и только иногда на внедорожниках, на некоторых, и опять же спортивных. Для чего нужна эта система? При быстром движении в поворотах, при резких торможениях, ускорениях, а также боковых кренах масло в поддоне имеет свойство плескаться от одного края поддона к другому. Это может привести к тому, что произойдет масляное голодание. Плюс масло, оно вспенивается. Масляное голодание может привести к выходу из строя двигателя. И принципиальное отличие системы с сухим картером состоит в том, что масло хранится в специальном резервуаре, то есть бак находится отдельно, в куда заливается масло. И оно подается маслонасосом, нагнетателем
в двигатель в те места, где оно необходимо. А стекающее в поддон масло тут же откачивается обратно насосом в этот как раз резервуар. Еще я увидел вот на фотографиях, вы тоже можете заметить, что у P60B40 нету механической помпы. Там стоит электронасос, который качает охлаждающую жидкость по мотору. Потому что представьте, на каких оборотах работает этот мотор, какие нагрузки он испытывает. Еще интересная система у M3 GTR, я хочу отметить, это вот жабры в капоте. Если посмотреть под капот M3 GTR, то можно заметить, что под жабрами находятся воздуховоды, сделанные из карбона. И система реализована таким образом, что потоком набегающего воздуха, который проходит через передний бампер, радиатор находится под наклоном. Это сделано для того, чтобы поток горячего воздуха, проходящий через радиатор, не проходил в моторный отсек, а выводился через вот эти вот воздуховоды, через жабры в капот и вверх. Таким образом мы улучшаем систему охлаждения. Во-вторых, мне кажется, что это хорошо влияет на аэродинамику. Такую систему я очень хочу сделать в своем автомобиле, потому что я нахожу в ней очень много плюсов. Но реализовать ее достаточно сложно, потому что, представьте, наклонить радиатор достаточно так вот, сильно. И плюс как-то под капотом надо расположить вот эти воздуховоды, и они достаточно большие. И с тем мотором, который у меня сейчас, то 760B40, у меня не получится это сделать. Он слишком большой для этого. Мотор M3 GTR, он атмосферный, он не с нагнетателем, он не с турбиной. И вот тот вой, который мы слышали в игре, это вой не турбины и не нагнетателя. Этот вой издает трансмиссия. Я сначала думал, что там секвентальная коробка, но нет, там коробка, она пошагового переключения. Потому что, опять же, правило ALMS требует, чтобы в гоночных версиях воспроизводилась та же схема переключения передач, что и на дорожных автомобилях. Я очень много пытался изучить этот мотор. Даже когда я работал в официальном дилере, я задолбал, наверное, просто всех. Я ходил и в отдел запчастей, и к высшему руководству, и даже пытался в представительство BMW писать о том, чтобы они предоставили мне информацию по этому мотору. Меня интересовал каталог запчастей. Ведь мы знаем о том, что есть 10 гражданских автомобилей M3 GTR, где мотор был дефорсирован. И по идее должен существовать каталог. В каталог запчастей ЕТК зайти и посмотреть, как, что, чего, и можно ли заказать эти запчасти. Но нет, эта информация строго засекречена, никто вам не ответит на этот вопрос. И я понял почему, когда наткнулся на сайт BMW Motorsport и АЦ Шницер. И там написано следующее, что этот мотор не является для публичной продажи. То есть это чисто гоночная разработка, которая не пустилась в массы. Да, есть 10 этих автомобилей, но если вы помните, эти 10 штук были проданы только избранным клиентам BMW. То есть я так понимаю, что это каким-то коллекционерам, либо заслуженным там гонщикам. Ну, в общем, не знаю, что подразумевалось под словами избранные клиенты, но факт в том, что BMW не позволила бы продавать эти моторы просто так. Иначе любой желающий мог бы просто прийти, купить этот мотор, поставить свою 46-ю. Кстати, по поводу установки мотора. Если посмотреть опять же на M3 GTR гоночный, то там можно заметить, насколько они низко осадили этот мотор. Он находится ниже гораздо, чем вот обычные двигатели. Для чего это нужно? Для того, чтобы снизить центр тяжести как можно ниже к земле. В первую очередь это сделано для управления и правильной развесовки. Но судя по той информации, которую я нашел, мотор, вот этот P60B40 на гонках ALMS был задушен, потому что по правилам в машине не должно было быть больше 450 сил. Чем задушили P60B40? Если вы обратите внимание на вот эти вот раструбы, которые выходят от корпуса воздушного фильтра и подходят к радиатору, они с таким сделаны заужением. И если их снять, то, как говорил человек, который в принципе имеет отношение к этим автомобилям, мотор бы мог выдавать 600-650 сил. Блин, вы представляете, вот в те года сделать такой мотор атмосферный на такое количество лошадиных сил. А теперь представьте, такая мощность на вес машины тонна 100. Когда я поставил себе М60B40, я планировал, что я его буду тюнинговать, я вытащу из него больше лошадиных сил. Я даже купил компрессор типа Roots. Этот компрессор устанавливался на Ягуары.
Весь вот такой комплект я купил для того, чтобы установить его на этот мотор. И при вот установке этого компрессора я знаю, что можно вытащить чуть больше 400 лошадиных сил. Но потом я не знаю, что произошло со мной. В какой-то момент я задумался, а хочу ли я это сделать с этим мотором. Что-то я решил, что, наверное, это не мой путь. Как этот мотор набирает обороты, вы только послушайте. Штатный бензобак пришлось убирать, потому что вместо него теперь будет там жить выхлоп. Естественно, был куплен тюнинговый бензобак, установлен, но опять мне все пошло не так. Я захотел, чтобы у меня на приборке работал датчик уровня топлива, а так как он работает только лишь штатно, то никакой другой работать не хочет. Тут, короче, была вот такая крышечка с баком давалась, но теперь, я думаю, она нам не нужна. Потому что мы сделали вот это кастомное кольцо и заправочную, так сказать, горловину, которая идет у нас от крыла. Вот. Для чего это кольцо было сделано? Сейчас я покажу. Вот это у нас остатки старого бензонасоса. Бензонасос у меня теперь выносной. Стоит он вот там снизу. Где бензобак? И в нем же сделан датчик уровня топлива, который понимает машина. И для того, чтобы установить сюда, нам потребуется как раз это кольцо. Выглядеть это будет все примерно вот так. Устанавливаем. Это родное кольцо от бензобака. И вуаля! Все готово. И теперь уровень топлива показывается на приборке. В принципе, ничего сложного, но интересно. Для обратки топлива как раз пригодится этот вход. Этот у нас идет для вентиляции. Ну, здесь просто заглушка. Почему не S-моторы? 1 100 000 человек мне написал о том, что а почему было не свапнуть S54 от M3E46? Почему было не свапнуть, если ты любишь V8, например, S65 B40 с 92 кузова M3, E39 M5, там тоже V8 5-литровый. Слышите этот хруст? Денег-то не было на тот момент. Мне самое важное было тогда, на момент постройки, сделать внешность машины, чтобы она выглядела, чтобы у нее была нормальная подвеска, нормальные тормоза, чтобы она была как новая. То, о чем я рассказывал вам в предыдущем видео. Но вот мотор, это уже такая, знаете, была второстепенная вещь. И, кстати, на самом деле, когда я собирался свапать, было несколько идей. Первое, это был JZ, а второе, ну, Z так мимолетно проскакивал. А JZ я сразу отказался потом впоследствии, потому что... Крылилась поговорка, что гласит, мол, лучше нет для мужчины варианта, нежели турбо JZ. Ну,
Я хотел только V8. Про P60, B40 я вообще говорить не буду. В общем, по этой причине, наверное, ни один из M-моторов я себе и не поставил. От M3 E46 не стал, потому что там рядная шестерка, 3,2 литра. Это не мой путь. Мне не этого хотелось. Почему я выбрал M60 B40? Да, просто попался за хорошие деньги. Мотор, коробка, с карданом, с выхлопом и со всеми делами. С мозгами, с проводкой, со всеми потрохами, которые нужны были для свапа. И, в принципе, по хорошим деньгам. Грех было не взять. Тем более, учитывая, что механическую коробку на V8 BMW-шной найти очень сложно. Это большая редкость. А здесь как раз она присутствовала уже сразу. То есть нам не пришлось делать какие-то там, переваривать колокол, покупать переходные пластины, чтобы все это вот, чтобы эту коробку накинуть на этот V8. Нет, все, болтон. Прикрутил, поставил, поехал. Надо поменять сцепу, пожалуйста, нет проблем. Пошел, купил, тебе не надо изготавливать кастомные варианты. Я принял решение поставить абсолютно другой мотор. И он не BMW-шный. Догадаетесь, какой? Я, в принципе, достаточно рассказал про двигатель. Следующая у нас будет серия по плану подвеска, тормоза, вес и развесовка. Развесовку я хотел запихать в раздел про двигатель, но я посчитал, что, наверное, лучше ее отнести все-таки к подвеске. На этом я с вами прощаюсь, увидимся в следующей серии. Всем спасибо, пока.